прохладный облачный денек весенний. Мы идем. Сегодня у нас маршрут на пещеру Таурскую. Смешанный маршрут. Начало пешеходный, где-то 2,5 километра. Потом развешиваем веревки, спускаемся со скальной стенки где-то к середине, ко входу в пещеру. Смотрим достопримечательности. Ну, опять же по веревкам спускаемся к основанию скальной стенки и возвращаемся домой. Ну, посмотрим, что из этого получится. Да, прогулка немножко омрачается снаряжением. Веревки, карабинчики. Итого получилось 15 килограмм. Пришли мы к обрыву. Вот там Таурская, где-то там внизу. Сейчас будем смотреть, где. Тащили вот это все снаряжение. Что у нас тут? Веревка. Аж по 50 метров. Это не знаю, там можно будет вверх и вниз, еще и в бок прогуляться. Обвязки поясные. Карабинчики. Корзиночки. Вот даже зажим зачем-то взял. Посмотрим, может пригодится. Петли, чтобы цепляться к деревьям. Сейчас будем что-то хозяйство раскладывать, настраивать, инсталлировать. А, вот еще рации взяли, чтобы быть на связи. А вот и Наташечка пошла вниз. Начинаем наш спуск в пещеру Таурскую. Страховочно-спусковое устройство, 2 веревки. Вот и весь все наши премудрости. Мы еще такого не делали, поэтому нам очень страшно. Так. А пещера-то где? Чатка тут, да? Ну вот и я полез к моим товарищам. Они там спустились. Теперь моя очередь. Страшно немножко, но в то же время весело. Во время спуска, конечно, не получится ничего снимать. Но на место прибуду, читаюсь. Вот такое, веселый, испуганный. Ну вот, спустились мы все, и сейчас полезем. Немножко адреналинчик это скапает, сойдет, подсохнет немножко, и полезем. Вроде тренировались, все равно было почему-то страшно спускаться. Тут немножко не такая ровная скала, как на нашем тренировочном камне была. И поэтому не знаю, как остальные, но лично я чуть-чуть адреналина все-таки подвыделил на спуске. Ну, сейчас пойдем отдыхать в пещеру. Там будет прохладно, тихо. Хорошо, наверное, будет там. Вход достаточно низкий. Тут особо не пойдешь. Блин, ну ты сразу заходишь и пошел. Придется немножко, вероятно, на четвереньках. Но говорят, дальше пойдет лучше. Ну, как сказать, не снимаю. А вот и Наташечка. Пока мы все движемся на четвереньках, и конца края этому еще не видно. Знаешь? А то
по описаниям, как пещера, вышли, гуляете по залам в этой Таврской, отдыхаете, расслабляетесь. Ни хрена ползаем пока на четвереньках все время. Вот. Первый зал, в котором можно по-человечески встать во весь рост. Ой. Так, это уже вселяет надежду, что нам не придется всю дорогу вот так ползти. Не, ну опять надо ползти, ну нечестно. Готовьте четвереньки ваши. Сказали, что сразу... Слушай, а как же вообще в это верить, а? Да нельзя никому верить, блин. Столько лезли, и сейчас будем ползать. Эх. Вот жизнь. Вот и мыша первая. Так, ну вот, после первых 20 метров на четвереньках, в принципе, в общем-то, дальше идет все просто, я бы сказал, замечательно. Идем, залы, натечка такая красивая. Уже все-таки полезно, не зря, а то я прям пока по этой пыли на своих четверых греб, уже думал, что что-то не то. Нет. Похоже, все хорошо. Пещерка, что мы подумали про тебя плохо. Вот, похоже, конец этой галереи. Ну вот, дошли мы до конца галереи, там тупичок, замытый глиной.
Так, здесь еще по описаниям есть второй зал, в который, наверное, тоже интересненько поползать, но мы пока нигде не видим ответвления. Сейчас будем идти обратно, внимательно смотреть, чтобы еще посетить второй зал. Так, вот опять началось ползание на четвереньках. Уже ползу 15 метр. В надежде найти второй зал. Нормально, лезьте за мной. Я с рюкзаком прошел, так что вы пролезете. Тут натечка интересная по пути. Ще класс. Так. О, где же этот второй зал-то? А вот и он. А вот и он. Ну что, куда-то мы выбрались. Ну вот так вот выглядят все вот эти вот подземные путешествия. Ох, как-то так. Вот так они и выглядят. Ну, Путешествия под землей. Хорошо, гномы, мы не маленькие. Ну давайте, ползите, осталось немного. О, здорово. Фу. О. Улыбнись, Наташечка. Ага. Итак, второй зал Таврской пещеры. А тут уже, конечно, поинтереснее вообще все. Вот это спалахтит. Однако. Так. Здесь есть продолжение зала. И сейчас мы пойдем смотреть, что там дальше. В этом лесу сталактитов. Второй зал однозначно богаче по натечным образованиям. Второй зал надо обязательно посещать. Хорошо, что мы его нашли. Здесь странно имеется черно-бурый налет. Это обычно, когда откуда-то засасывает пыль. Но пока нигде не видно, чтобы наружу была проход. Здесь уже пошли не раздельные сталактиты и сталагмиты, а уже срощенные сталагнатовые колонны. Ну, конечно же, мы и пойдем посмотрим, что там дальше.
Вообще-то надо, конечно, покупать себе крепление на GoPro, чтобы не таскаться с ней в руках. Потому что это все закончиться может печально. Не зря эти крепления люди придумали. Наташечка снимает меня, а я снимаю ее. Кто кого переснимет. Так, похоже, мы пришли еще к одному финишу. Да. Здесь. Это еще куда-то можно лезть. Мешай. Ну ладно, полезем опять на четверенях. Так, мы все еще во втором зале. Прошли его в одну сторону до тупика. Сейчас посмотрим. Там вроде как есть ответвление еще в другую сторону. Вот где мыши сидят. Начинается мышиное царство. Да? Да. Ну вот и машинное царство началось. Вот они все. Висят на сталактитах, на макаронинках. Ну вот, лицо разглядели. Чье? Чего не знаю. Интересно. Ну вот, опять мы ползем на четвереньках. Переползаем со второго в первый зал. Уже возвращаемся. Наташечка нас ведет. Ну это я тоже. Да, это если кто-то не узнал, это именно она. Покрыта немного слоем глины, правда. Но, как всегда, бодрая, улыбчивая. А за ней я такой же улыбчивый, бодрый и грязный. У меня, наверное, не так видно. Да, кстати. Вот примерно так все это выглядит. Но без этого никуда не деться в пещерных делах. Будете грязные, как свинья, обязательно с отбитыми коленками и так далее. В этом-то весь интерес, собственно.
Вот. Вылезли, еще немножко четверенек. И вот мы уже стоим на входе. Сейчас отдышимся и будем слезать вниз, подкрепляться, перекусывать и двигать домой. Ну вылазьте, что ли, уже? Ну, вот мы. Ну, вообще было здорово. Очень. Очень. Несмотря на то, что тут уже спуск вроде бы совсем детский, метров 7, но поскольку уже мандраж, Наташечка спускается, но прямо в глазах у нее читается: Веселье. как бы я хотела уже быть наконец-то внизу. Все, конец приключения. Идем обратно в обход, поднимаемся наверх, там вытянем веревки. Здесь сложила так, чтобы они не запутались. Две бухточки. Пока, Таврская пещера. Спасибо. Идешь? Вот и закончился наш поход на Таврскую однодневный. В 10 утра мы уже были на месте, вставили машину и пошли пешком. Потом заикарились там, спустились, смотрели пещеру, спустились дальше вниз к скальной стенке, вернулись к машине, и вот уже почти 7 часов. Выехали мы даже в 9, еще 1 час на дорогу. Выехали в 9 утра, закончили в 19 вечера. 10 часов все заняло. Померили высоту от плата спуск до входа в пещеру 24 метра. И вниз еще где-то около 10 метров. 24 метра это 8-этажный дом. Ну, впервые спускались на такую высоту. У нас раньше было 12 метров максимум. Сегодня новые для нас достижения. Да, впечатлений очень много, но они все в голове пока что не улеглись, поэтому не буду ничего говорить дополнительно.